тот серый, пропитанный ледяной изморосью полдень, когда спасательный отряд «Север» уже готов был свернуть поиски пропавшего 2 недели назад туриста, на опушку векового ельника внезапно вышел огромный лось, чей левый бок был глубоко рассечен старым, явно заросшим шрамом, который тянулся от лопатки до самого бедра. Зверь не выказал ни малейшего страха перед шумом вездеходов и криками людей, а вместо того, чтобы скрыться в непролазной чаще, он замер на месте, пристально глядя на командира отряда Сергея, и издал хриплый, почти человеческий стон, после чего медленно развернулся и направился в сторону заброшенного рудника, постоянно оглядываясь, словно проверяя, следуют ли люди за ним. «Сергеич, посмотри на его походку. Он же явно нас заманивает, но не в ловушку, а словно приглашает на разговор, какого я за 20 лет работы в тайге еще не видел», — прошептал молодой доброволец, сжимая в руках рацию и не решаясь сделать первый шаг вслед за лесным великаном. Преодолевая сомнения и с трудом продираясь сквозь колючий кустарник, спасатели шли за лосем больше часа, пока не вышли к полуразрушенному входу в заброшенную шахту «Красный горняк», которая считалась законсервированной еще со времен позднего Союза и давно превратилась в смертельную ловушку из гнилых бревен и осыпающегося сланца. Лось остановился прямо перед грудой свежих камней, перекрывших один из вентиляционных шурфов, и начал яростно бить копытом по земле, указывая на узкую щель, из которой едва заметно струился пар, свидетельствующий о том, что глубоко внизу находится какой-то источник тепла. «Хватайте лопаты и ломы, здесь явно кто-то есть, и судя по тому, как этот зверь бьет копытом, времени у нас осталось совсем немного», — скомандовал Сергей, чувствуя, как по спине пробежал холод от осознания того, что животное намеренно привело их именно к этому забытому Богом месту. Когда первый слой камней был снят, спасатели обнаружили вовсе не останки пропавшего туриста, как они предполагали вначале, а старый, обмотанный и слевший ветошью металлический ящик для инструментов, который был буквально втиснут в щель между плитами, чтобы не дать своду обрушиться окончательно. Но подлинный шок наступил через мгновение, когда из темноты провала раздался слабый, едва слышный детский плач. И когда спасатели наконец расширили лаз, они увидели маленького мальчика, пропавшего в соседнем поселке еще 3 дня назад, о котором в этом районе даже не объявляли поиски. Малыш был жив и практически не пострадал от холода, потому что все это время огромный лось стоял прямо над вентиляционной дырой, согревая ее своим мощным дыханием и теплом своего тела, передавая жизнь туда, куда не мог добраться ни один человек. Позже выяснилось, что дед этого мальчика когда-то спас этого самого лося из браконьерской петли, оставив на его боку тот самый характерный шрам. И теперь лесной великан, спустя столько лет, нашел способ вернуть долг семье своего спасителя, указав людям на добычу, которая оказалась не еда, а спасенная человеческая жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.